Кто тебя выхаживал, грусть любовью скрашивал, позднею весной порастет травой тот, кто тебя нес над головой. Всем привет! Вот и наконец вышел новый альбом Ginger, который называется Macro. Альбом вышел 25 октября на лейбле Napalm Records, и продюсером выступил Макс Мортон. Всего в альбоме 9 треков и общая продолжительность 41 минута. Альбом является продолжением их крайнего EP Micro, который вышел также в 2019 году. Лично я начала слушать Ginger как раз таки после прослушивания их EP Micro, и поняла, что ребята поднялись на совершенно другой уровень, и треки Ape и Perennial до сих пор у меня крутятся в плейлисте. Прежде чем приступать к сути альбома, давайте посмотрим на его обложку. По-моему, обложка просто потрясающая, эти все оттенки, тона. Я прям влюблена. Macro оправдал все мои ожидания. В нем есть все, что мы так любим в Ginger. Крутая глубокая лирика, бешеные ударные, невероятно выраженные басовые линии, убийственные рифы и, конечно, брутальный экстрим и прекрасный чистый вокал Татьяны. Давайте сразу перейдем к обсуждению треков. Сразу скажу, что я буду делать акцент на лирику, потому что она здесь достойна отдельного внимания, и чё греха таить, я люблю ее разбирать. Альбом начинается сразу с сингла, без какого-либо интро. Кажется, что мир вращается все быстрее и быстрее с каждым днем, и все сходят с ума в поисках того, что называется успехом. Однако мы склонны забывать, что настоящее счастье не имеет к этому никакого отношения. Ни карьера, ни деньги, ни достижения. Стоит ли подниматься по лестнице, чтобы просто быть на вершине, если для вас ничего нет или никого нет в конце? Можно хотеть быть лучшим, но помни, что успех имеет свою цену. Но тебе решать, сколько ты готов за него заплатить. Именно такой посыл заложен в этой песне. Мы постоянно куда-то спешим и совершенно не оглядываемся по сторонам. Эта песня для меня одна из любимых в альбоме. Это типичный джинджеровский трек. Мне очень нравятся вот эти вот атаки резкие и очень мощный чистый вокал. Я довольна, что Таня начала добавлять больше чистого вокала, потому что он у нее очень классный. И здесь структура устоявшаяся для Ginger. То есть резкие такие, достаточно агрессивные припев и куплет, и плавный, немножко джазовый бридж. Если говорить о тексте, то мне кажется, его каждый будет интерпретировать по-своему, потому что лично я не нашла здесь какого-то явного посыла. Мне кажется, каждый человек додумает уже сам, что конкретно заложено в этом треке, но лично я для себя сделала вывод, что это о каких-то внутренних демонах, но это чисто мое предположение. Не самая выдающаяся песня в альбоме, но это не делает ее менее мощной. Просто вот обожаю, как у них всегда выделяются басовые линии, просто... Ginger комментирует так. Сколько раз мы жестоко реагировали на что-то только потому, что просто не понимаем этого. Кажется, что во всех нас есть врожденная человеческая черта. Когда есть что-то неизвестное или незнакомое, то мы склонны подвергать это сомнению, атаковать и, наконец, уничтожать, как примитивные обезьяны. Но когда это наносит ответный удар, этого может быть слишком много. Каждое действие вызывает реакцию. Judgment and Punishment – это реакция, просто имейте это в виду. Этот трек также является одним из синглов, и на него снят очень крутой клип, как по мне, просто лучший у Ginger, так что если вы не видели, то советую ознакомиться. Плюс ко всему у меня есть еще реакция, так что если вам интересно, можете заценить. И там я подробно рассказываю свои впечатления от треки. Сейчас я не буду на этом треке долго останавливаться, скажу просто кратко. Ребята прекрасно соединили в этом треке грув и регги. Получился такой единый организм, который работает на них и работает прекрасно. Как я уже сказала, это один из любимых треков у меня в альбоме. И меня радует, что ребята экспериментируют, при этом не теряя себя. Этот трек
трек начинается с таких очень приятных русских народных, ну или украинских народных мотивчиков, и эти мотивы будут преследовать нас на протяжении всей песни. Очень приятно слышать русскую речь, русский язык, и, конечно, это все не просто так. Песня о связи с родителями, со своими корнями. Ребята постоянно находятся в турах, долго не видят своих родителей, скучают по дому, и этот трек как раз-таки об этом, о том, как важна семья в нашей жизни, наши родители, какие жертвы они приносят для того, чтобы нас воспитать. И вот от этой части у меня просто, мурашки по коже. Позднею весной порастет травой тот, кто тебя нес над головой. Кстати, басовая линия здесь просто топчик, и любимые пластбитики, господи, обожаю. Если меня спросят, какой трек из альбома я выделяю больше всего, то я определенно назову именно этот трек. Это очень сильная работа, и я буду переслушивать его еще очень долго. Было бы круто, если бы мы слышали больше вот этих вот вставочек на русском языке, потому что прям сердечко греется. А тем временем треки становятся все тяжелее, как и в целом атмосфера альбома. Этот трек об убивающей рутине. И на следующий день никто не умер, хотя на самом деле никто и не жил. Это трек о том, как люди крутятся, как белки в колесе, думают о том, что жизнь вечна, постоянно в ожидании чего-то, в ожидании выходных, чтобы отдохнуть от этих скучных, надоевших, повседневных, рутинных ритуалов. Но смерть по итогу все равно настигает нас всех. После такого достаточно стремительного темпа песня резко обрубается на небольшой акустический бридж, и завершается трек очень так агрессивно. Классная работа, но под определенное настроение, как мне кажется, лично я не смогу его переслушивать на постоянной основе, потому что он достаточно тяжелый как эмоционально, так и, в принципе, инструментально. Хотя, когда меня это останавливало... В интервью Таня говорила, что пыталась изменить миф про Ноя из Библии. На создание этого трека ее вдохновила иллюстрация из детской Библии. Она переписала конец, как она сказала. I changed the ending. Everybody dies in the end. Animals and people. Очень позитивненько. Касаемо инструментала, я, наверное, не смогу здесь ничего выделить, потому что, это Джинджер. Типичный, любимый нами Джинджер. Задумка, кстати, мне очень понравилась спеть про Ноя, и Татьяна здесь поет максимально эмоционально, с надрывом в каких-то моментах, и при прослушивании ты прямо представляешь себе этот огромный ковчег, этот бушующий шторм и невероятную трагедию. Музыка и лирика здесь работают просто офигенно, переплетаются друг с другом и создают такую мощнейшую вещь. Атмосферка-то все нагнетается и нагнетается из трека в трек. Вот эта работа, как по мне, эмоционально самая тяжелая. Песня о войне, и на самом деле мне очень понравилось, какие здесь абсурдные, с одной стороны, подобранные сравнения в лирике. Они добавляют еще большего ужаса и отвращения к такой вещи страшной, как война. Это русалка поет? Нет, это крик сирены. Это ангел смотрит на нас. Это воздушный истребитель суетящийся. Это единорог, скачущий по улице? Нет, это солдаты, идущие тупым путем на поражение. И казалось бы, трек очень тяжелый эмоционально, он очень агрессивный и даже инструментально. И вот тебе кажется, что он будет таким на протяжении всего альбома, но нет, тут резко наступает такой небольшой бридж в джазовом стиле, в джазовом исполнении, и Татьяна таким нежненьким, милым голоском поет об очень страшных вещах, и этот контраст как раз-таки очень запоминается и придает еще большего ужаса песне. И да, тут Татьяна показала свои самые низы гроула. Я когда услышала, у меня глаза на лоб полезли, в хорошем смысле этого слова. После прослушивания этого трека я сижу с глазами 5 копеек и понимаю, что этот альбом придавливает меня все больше и больше, и думаю, куда еще? Мне кажется, главные строчки этой песни «Оскорбленное эго, однажды воспаленное, превратит супергероев в проклятых». Кстати, посыл в этом треке мне почему-то сразу напомнил Эйп
из микро. Да тут как бы даже целые выражения есть похожие. Если коротко описывать мое впечатление о треке, то я скажу так. Под него можно спокойно разносить нахрен хату. Но я не скажу, что он запал мне в душу, я буду постоянно его переслушивать. Тоже такой трек под настроение. Далее мы переходим к 9-му треку, который является аутро. На самом деле очень неожиданный ход и решение. Причем мелодия и текст в этом треке из Perennial. Как я поняла из интервью с Женей, басистом, ребята хотели показать эту тесную связь между EP Micro и альбомом Macro, показать, что это единый целый организм, целостная работа, и чтобы фанаты как бы флешбэкнулись и вспомнили о том, что было в EP. Несмотря на то, что в этом треке практически нет никакой лирической составляющей, мне очень нравятся такие атмосферные вещи, и вообще он очень сильно напоминает, знаете, мелодию для титров финальных вот в кино. Ну вот я быстренько пробежалась по всем трекам. Скажу так, альбом получился очень тяжелым, как эмоционально, так и в инструментальной части. Когда я слушала треки и смотрела на текст, у меня шли просто мурашки по коже. За это я люблю Ginger, потому что они всегда поют о каких-то очень глобальных и серьезных вещах. Лично мне показалось, что атмосфера в этом альбоме и с 1 по 8 трек постоянно нагнеталась и была все тяжелее и тяжелее. Как будто инструментал становится все более напористым, агрессивным, быстрым, как, собственно, и лирика. Кажется, что все треки ввели какой-то кульминации, которая завершилась резко аутро. Ну что ж, я определенно назову этот альбом одним из лучших за 2019 год. Очень сильная работа, ребята действительно постарались. Это круто, что они нашли свое звучание, научились с ним работать и делают все на высшем уровне. Самое крутое, что после прослушивания тебе есть о чем задуматься, ты не идешь спокойно дальше попивать чаек, просто, ну, по крайней мере, я сидела и такая, вау. Даже вот если сравнивать с работой Infected Rain, Endorphin, да, их новый альбом, я, кстати, возможно, сделаю обзор, не факт. В этом альбоме, конечно, тоже очень сильные, глубокие, эмоциональные треки, но после прослушивания альбома в целом у тебя остается такое приятное ощущение эйфории, как будто вот ты такой немножечко счастливый и довольный, что открыл для себя классный, крутой альбом. А после прослушивания Ginger ты довольный, потому что ты понимаешь, что это очень сильная работа. Но и с другой стороны ты сидишь такой прибитый и думаешь, ох, ядрить, офигеть. Ну, в общем, я советую ознакомиться каждому с этой работой, послушать и обязательно просмотреть лирику, потому что она там очень сильная, есть о чем задуматься и есть что изучить, скажем так. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу этого альбома, понравился ли он вам. И что вы, в принципе, думаете о группе Ginger? Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Пока. Кто тебя выхаживал, грусть любовью скрашивал, позднею весной порастет травой тот, кто тебя нес над головой.